Недавно в Мексиканском заливе произошла экологическая катастрофа. Вначале разрушилась платформа British Petroleum, а после из скважины, которая бурила British Petroleum для этой самой платформы, начала поступать нефть в Мексиканский залив и гольфстримом разноситься дальше, в том числе на побережье Луизианы, Флориды, Алабамы. Это, видимо, большая экологическая катастрофа, судя даже по небольшим оценкам поступающей нефти, порядка 5000 баррелей в день. На самом деле, возможно, это больше. Доблестные инженеры British Petroleum, оказывается, при построении не учли того, что у Мексиканского залива здесь 1500 метров, у них нет никаких аварийно-спасательных средств для того, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. И нет возможности остановить фонтанирование нефти из скважины, которая происходит в 3 местах. Те решения, которые они предложили, это попробовать опустить купол, они говорят о том, что мыслей и возможностей у них нет. Идет попытка найти простое решение, чтобы избежать дальнейших проблем. Военные всегда готовятся к предыдущей войне. Судя по всему, инженеры British Petroleum не готовились вообще ни к чему, кроме как, что все будет хорошо работать, акции British Petroleum будут расти и будут получать хорошую прибыль от добываемой нефти. Когда случилась авария на 4-м блоке Чернобыльской станции, и масштабы аварии стали ясны, что они велики и катастрофичны, ряд товарищей тоже предложило простую операцию. Накрыть реактор куполом, его называли тюбетейкой. Так как тюбетейка могла нарушить все тепловые режимы и только ухудшить ситуацию, предлагалось в тюбетейке вырезать окна. Слава богу, что никто не стал опускать тюбетейку на реактор, а вначале попробовали на полигоне. Трос порвался, тюбетейка упала, вертолет тоже никуда не упал, а просто взмыл вверх. И на этом эксперимент закончился. Начальство село в автомобиль и уехало. Первая попытка British Petroleum опустить купол, она тоже наткнулась на некие проблемы, которые ей позволили, очевидно, части руководства сесть на какое-то транспортное средство и уплыть подальше от этого купола, пускай разливается дальше. Если рассматривать аварию на Чернобыльской станции, все вдруг обнаружили, после того, как она произошла, что реактор типа РБМК, он сложный. И помимо воды, пара и графита, имеются еще фазовые переходы, которые усложняют ситуацию. Но вот доблестные нефтяники тоже впервые обнаружили, что, оказывается, метан образует кристаллогидраты, которые при изменении давления начинают освобождать метан, который более горюч, чем нефть, что и привело вначале к возгоранию самой платформы, а после к последующему обрыву скважины и поступлению нефти. И также это начало существенно мешаться установке купола, то бишь этой самой тюбетейкой. Если брать аналогию с Чернобыльским блоком, платформа по стоимости тоже не меньше, чем блок атомной станции, то можно предположить, что тогда с этой ситуацией будут справляться где-нибудь не меньше, чем полгода. Легко посчитать, сколько вытечет нефти в Мексиканский залив. И, наверное, так же, как в Чернобыле, окажется, что химические реагенты, которые должны препятствовать радиоактивному загрязнению, а здесь нефтяному загрязнению, также окажутся неэффективны. Поэтому и остается нам смотреть за развитием этой катастрофы и думать, почему не была произведена экспертиза всех проектов раньше, почему не оценены опасности и риски. Вот. Но это известно, что когда происходит
горе у атомщиков, нефтяники говорят, что у них все хорошо. Когда происходит у нефтяников что-то плохое, газовики говорят, что у них все хорошо. А после происходит и у них, и у нефтяников, и у угольщиков. И остается только, как в случае войны, пользоваться формулой. Правительство управляет, солдаты погибают, а народ страдает и платит. Но существовали тут уже некие мнения, которые вспоминали старый опыт, что можно применить мирный ядерный взрыв, и он может перекрыть фонтанирующую скважину. Да, такие опыты были в 70-е годы. Насколько я помню, самое глубокое залегание ядерного взрыва было это 1700 метров, и это проводилось на суше. Здесь только глубина залива 1500 метров, да и кроме того возникает существенное ограничение. Есть договор о запрещении испытаний в 3 средах, и одной из таких сред является морское пространство. Повторять те относительно удачные опыты по закрытию фонтанирующих скважин, это занимает около 2 месяцев. Как некую паллиативу можно использовать и такой вариант, когда уже ничего не поможет. В Туркмении имеется открытое окно в ад. Оно тоже возникло в рамках некого эксперимента. И вот с 1971 года этот кратер, где газ фонтанирует и горит до сих пор. Хватит ли терпения у British Petroleum и у штата Луизианы ждать 40 лет, когда эта проблема сама с собой рассосется?